Калина Кросс паркуется только там, где УАЗики. В грязи самой. Никак иначе. Вот такой вот звук. Адаптация дроссельной заслонки нужна для того, чтобы дроссельная заслонка запомнила свой ноль. То есть знала, где у нее холостой ход и где у нее ноль. Это делается после замены контроллера, либо отключения аккумулятора, либо после того, как аккумулятор полностью посадили, либо просто скидывание клеммы, либо скидывание клеммы с колодки электронного газа или с дроссельной заслонки. Все это нужно делать каждый раз. После этого делается это так. Перед запуском двигателя включается на 30 секунд зажигание. Ждем 30 секунд. В это время происходит, заслонка ищет свой ноль. Кстати, вот так вот звучат дворники. Это бряк. То ли вот в этом месте задевает, то ли что-то еще. Так, 30 секунд у нас прошло. Запускаем двигатель. Все, должно запомнить. Адаптация на этом закончена. Так, машина у нас прогрелась до 80. Теперь нужно сделать адаптацию диагностики пропусков зажигания. Для этого нужно 6 раз с 4000 до 1000 затормозить двигателем на второй передаче. Сейчас будем это делать. Первый раз. И шестой, последний раз. Разгоняем до 4000. Сбрасываем газ. Едем до 1000 оборотов на сброшенном газе. Все. Диагностика пропусков зажигания адаптирована. Выяснилась причина щелчков. А была она вот в этом месте. Вот это вот, когда ходит, перекладывается, щелкает. То есть она как-то немножко неплотно. И вот в этом месте уже потертости есть. То есть она стукается вот об эту часть, дворник сам при перекладывании. Соответственно, появляется вот этот стук. Если это сделать все плотнее, то звук прекращается. То есть стука уже нет. Поэтому сейчас попробую поставить плотнее. И поможет или нет. Так, общий смысл оказался в том, что вот тут вот одна из пластиковых штук
была не зажата, выпала и болталась просто в корпусе. И из этого вот, в этом крючке дворник болтался и стучал. На прошлых дворниках, видимо, то же самое было. Я вставил ее на место. Теперь крючок прижал плотно, и она не болтается. Стучать, я думаю, не будет. Сейчас поставлю сверху корпус, и все будет в порядке. Поставил корпус. Теперь дворник не болтается жестко. То есть ходит только по оси. Вот так вот поперек не ходит. Сейчас попробуем. После проделанной процедуры дворники работают вот так. Вроде тихо.